Армия отступает и сдает позиции. Путин теряет уже захваченное. Российское наступление захлебнулось. Антивоенные протесты в столице. Люди требуют немедленного ответа от властей и отставки правительства. Конституцию перепишут. Китай начал вторжение. Жесткое заявление военных. Ответ последует незамедлительно. Молодых солдат превращают в бомбы. Все ради верховного лидера. Режим окончательно слетел с катушек. Об этих и других самых главных событиях утро понедельника, 4 мая. Новости, которые нельзя пропустить в эфире «Нехта». Я Алексей Бурлаков. Досмотрите до конца. Удары по нашей территории – это отлично, говорят в Кремле. Спецоперация, видимо, идет по плану, когда взрывы раздаются в городах РФ. Песков попытался выдать удары по российской нефтянке почти за выгодный сценарий для самой России. Москва якобы сможет продавать меньше, но зарабатывать больше. То есть в Кремле теперь пробуют объяснить удары по своей инфраструктуре не ущербом, а почти бонусом. В условиях крайне острого энергетического кризиса из-за ситуации в Ормузском проливе нефти на рынке значительно меньше, чем должно быть. И если с рынка будет выпадать дополнительное количество нашей нефти, цены станут выше, чем сейчас, а они сейчас превышают $120. Сама логика этих ударов для Украины как раз в том, чтобы бить по переработке, экспорту и доходам России. И если власти начинают убеждать, что прилеты по НПЗ и терминалам им даже полезны, это уже похоже на панику. Москва теряет территории, Россия впервые за долгое время даже не топчется на месте, а пошла назад, а не вперед. По данным Института изучения войны, в апреле 2026 года российские войска отступили с позиций на площади 116 квадратных километров, и это первый зафиксированный случай таких территориальных потерь с августа 2024 года. Темпы продвижения России на поле боя снижаются с ноября 2025 года, поскольку продолжающиеся наземные контратаки Украины, удары средней дальности, блокировка использования России терминалов Starlink и ограничение доступа к Telegram со стороны Кремля усугубили проблемы в российской армии. Речь уже не просто о замедлении наступления. Армия РФ начала терять то, что сама же раньше захватила. Для Москвы это особенно неприятный сигнал. После месяцев давления и попыток дожимать фронт появляются признаки, что удерживать линию становится все труднее. Дрон над страной Альянса. Финляндия снова столкнулась с беспилотником у самой российской границы. Минобороны страны сообщило, что неизвестный дрон нарушил воздушное пространство в районе Виралахти. Это юго-восток Финляндии, рядом с Ленинградской областью. Позже аппарат покинул финское небо, а расследование передали пограничной службе. Военным даже пришлось ввести временную зону ограничений полетов у портов Котка и Хамина, чтобы лучше контролировать обстановку и возможные заблудившиеся дроны. Проблема в том, что для Финляндии это уже не единичный случай. Ранее этой весной на юго-востоке страны уже находили дроны, которые, по данным финских властей, были связаны с украинскими ударами по российским объектам. Пекин идет на провокацию. Ответ обязательно последует, но насколько он обострит ситуацию? Филиппины открыто обвинили Китай в незаконной активности в своих водах. Речь идет не о рыбаках или случайных заходах, а о специальных судах, способных заниматься глубоководной разведкой, картографированием дна и даже управлять десятками беспилотных аппаратов. Береговая охрана Филиппин установила, что они проводят незаконные морские научные исследования без соответствующих полномочий и предварительного согласия правительства Филиппин, что является явным нарушением Конвенции ООН по морскому праву. Манила считает, что речь идет о системном проникновении в чувствительные районы от Батанеса до района Скарборо. В ответ Филиппины уже говорят, что не будут это терпеть и используют патрульные катера и авиацию, чтобы вытеснить китайские суда. На фоне крупнейших совместных учений США и Филиппин это выглядит очень опасно. Похоже, эта война не закончится никогда. Зампред иранского парламента заявил, что ситуация в этом ключевом проходе после войны изменилась окончательно, и Тегеран отступать не собирается. Более того, в Иране готовят закон, который должен навсегда закрыть проход через Ормуз для израильских судов и ограничить транзит для стран, которые Тегеран считает враждебными, включая США.
Что несомненно, так это то, что мы не отступим от Ормузского пролива, и он не вернется к довоенному состоянию, а народ провинции Хормазган вместе с размещенными там вооруженными силами выполнил значительную задачу. Враг оказался бессилен, и хотя Дональд Трамп заявлял, что вновь откроют пролив, который был закрыт, он не смог этого сделать. Теперь он поднял вопрос о блокаде. Будьте уверены, и это тоже провалится. Иран переписывает правила игры, пока Трамп ждет от них каких-то призрачных предложений и угрожает новыми обстрелами. Что касается Ирана, дела идут очень хорошо. Повторю, они хотят заключить сделку. Они разгромлены. Им трудно даже понять, кто у них лидер. Они не знают, кто у них лидер, потому что их лидера больше нет. Того лидера, их прежнего лидера, Хаминеи. Но посмотрим. И теперь в Тегеране обещают даже после восстановления судоходства не пускать суда, которые, по их мнению, могут, цитата, принадлежать сионистскому режиму. Как обучить и воспитать себе замену на работе? Об этом теперь точно знают в компании Oracle. Там разгорается скандал после массовых увольнений, которые сотрудники называют холодными и унизительными. По их словам, уведомления приходили по имейл около 6 утра, без предупреждения, с немедленным отключением доступа ко всем системам и всего 10 днями на формальное уведомление. Многие утверждают, что годами работали над ИИ-инструментами, которые в итоге помогли компании заменить их самих. В компании, конечно, попытались это объяснить. Расходы на инфраструктуру выросли примерно с 6,9 миллиарда долларов в год 2 года назад, почти до 50 миллиардов долларов в этом году. Чтобы профинансировать это расширение, Oracle сокращает расходы в других сферах, в том числе на персонале. Аналитики оценивают, что эти увольнения могут высвободить от 8 до 10 миллиардов долларов денежного потока, и ожидается, что эти средства будут перенаправлены на развитие ИИ и строительство дата-центров. Oracle также подала в марте план реструктуризации на 2,1 миллиарда долларов, причем почти 1 миллиард уже был потрачен еще до этих увольнений. Oracle под руководством Ларри Эллисона продолжает вливать миллиарды в дата-центры, несмотря на отрицательный кэшфлоу, который по оценкам может сохраняться до 2030 года. Корейский режим все откровеннее превращает молодежь в политический и военный ресурс. После заявлений об одобрении самоликвидации Ким пошел дальше. На съезде молодежной лиги в Пхеньяне он назвал ее авангардом в достижении государственных целей и потребовал еще больше дисциплины, жесткости и идеологической спайки. Но главное здесь в другом. Власть КНДР уже прямо связывает лояльность молодых людей не только с внутренней мобилизацией, но и с участием страны в войне России против Украины. Не только герои, без колебаний выбравшие самоубийственный подрыв ради защиты великой чести, но и те, кто пал в авангарде атак, и те, кто корчился от отчаяния из-за невыполнения своих обязанностей солдат, получивших приказы, вместо того, чтобы мучиться от боли в телах, истерзанных пулями и снарядами. Всех их можно назвать верными солдатами партии. Патриотами. Особенно странно звучит формулировка правящей партии о молодых солдатах, которые якобы превратились в бомбы и пламя, защищая честь страны. Для молодежи приготовлена не просто роль будущего нации, а роль топлива для войны и режима. Но если только так можно покинуть самую демократическую Корею. К слову о диктаторах, похоже, Лукашенко снова вляпался. С белорусского направления снова пришел тревожный сигнал. Во время очередной атаки дронов по Украине и разговоров о специфической активности у северной границы в Киеве говорят, что угроза со стороны Беларуси никуда не ушла. Вечером также видели залет со стороны Беларуси воздушной цели, которую в дальнейшем идентифицировали как воздушный шар. Фактически, это ретранслятор для того, чтобы усиливать сигнал для воздушных средств поражения, которые Россия использует против Украины во время обстрелов. Ранее о подозрительной активности у границы говорил и Владимир Зеленский, а в Центре противодействия дезинформации допускали, что речь может идти как минимум о мелких провокациях.
Протесты в столице. Десятки тысяч человек вышли на митинг против войны. Люди собрались, чтобы защитить Конституцию Японии и, прежде всего, ее 9-ю статью, которая после Второй мировой стала символом отказа страны от войны. Протестующие прямо обвинили премьера в опасном курсе, якобы попытки пересмотра основного закона страны и военного усиления толкают Японию к новому витку напряжения с соседями и повышают риск большой войны. Администрация Такаити сейчас меняет статью 9 Конституции в опасном направлении. Именно это и делали японские милитаристы в эпоху империи. Они ведут страну по пути к войне. В то же время, оглядываясь на историю китайского и других азиатских народов, которые были убиты, мы надеемся, что, выступая против, сможем остановить войну, признать прошлые ошибки и взять на себя ответственность. К слову, сейчас у страны самый большой военный бюджет со времен Второй мировой, но не в этом главный посыл. Политики заявляют о том, что Япония стремится получить ядерное оружие. Когда китайская сторона спросила, может ли Япония получить ядерное оружие, Япония ответила: поскольку у нас есть 3 неядерных принципа, Япония не будет обладать ядерным оружием. Иными словами, на международной арене правительство использует существование 3 неядерных принципов как основание утверждать, что не станет приобретать ядерное оружие. Но внутри страны оно продвигает пересмотр этих принципов. Это противоречие вызывает у меня гнев. Тем временем президент Казахстана приехал в конюшню, чтобы навестить лошадь. Лошадь редкой изабелловой масти, которая родилась в Астане в прошлом году от 2 чистокровных ахалтекинцев. Зовут ее Акжан. Имя ей дал сам президент. Но мы бы оставили эту новость без внимания, если бы не фото самой лошади. Предлагаю вам дать название этим фото. Пишите в комментариях. В Москве культ Кадырова снова вышел на новый уровень. На съезде Общины дружбы народов главу Чечни поставили в один ряд с Кутузовым и Багратионом, то есть с фигурами, которых в российской исторической мифологии считают символами воинской славы и спасения государства. У наших предков, у России были великие русские генералы: Кутузов, Багратион, Барклай де Толли. И я счастлив, что сегодня в России есть такие выдающиеся русские генералы, как Кадыров и Евкуров. Русские генералы. И их роль в 22 году была огромна, чтобы мы переломили ситуацию и пусть медленно, но уверенно идем по пути защиты русского мира. В современной России переписывают пантеон героев под текущую политическую лояльность. Как вы думаете, стоит? Вдруг это правда? Пишите в комментарии обязательно. Ну а мы с вами увидимся уже вечером.